Холодная месть юриста, 100 тонн стали, липовый агент и арендодатель, который думал, что он главный. Реальная история Reddit. Эта история мести посвящена арендодателю коммерческой недвижимости и тому, как я с ним разобрался. Арендодатели мудаки по большому счету, все это знают, но если вы думаете, что арендодатели жилья плохие, то вы просто не сталкивались с коммерческими. Владельцы коммерческих зданий – одни из самых жестких, мерзких и подлых людей, которых я когда-либо встречал. В 90-е я иногда ходил на обед в ресторан, расположенный в подвале нашего здания. Место называлось хранилище, потому что там стояло огромное банковское хранилище, которое осталось с тех времен, когда помещение еще не было рестораном. Оно было таким огромным, что туда влезало несколько столов, и вы могли пообедать в окружении старых блестящих сейфов. Однажды я пришел туда на обед, и хозяин отвел меня в сторону. «Арендодатель меня уже достал», — сказал он. «Арендодатель всех достает», — ответил я. Я был субарендатором в том же здании, делил помещение с пожилым юристом Аароном, и хозяин всегда доставлял нам неприятности. У нас уже было несколько стычек с ним, и мы с первого взгляда возненавидели друг друга. В большинстве мест коммерческим арендодателям не нужно решение суда, чтобы выкинуть тебя, если ты задержал аренду. Они просто заменяют замки, и ты узнаешь об этом, когда приходишь, а ключ не работает. Каждый раз, когда у нашего арендодателя возникал спор с кем-либо, что случалось довольно часто, он всегда угрожал поменять замки. «Он продолжает требовать дополнительную арендную плату за это старое помещение», — сказал владелец хранилища. И это действительно странно, потому что многое из этого действительно старое, как мамонт. Владелец ресторана показал мне письмо, которое арендодатель вручил ему утром. Я посмотрел требования и прочитал список расходов на уборку снега, ремонт парковки, покрытие полов и общественных мест и всякую другую хрень за прошлые годы. Я дочитал его до конца, и там была обычная угроза о том, что он поменяет замки, если арендатор не заплатит за то и не сделает это. «Ты сделал что-то, чтобы домовладелец тебя возненавидел?» – спросил я, потому что это немного перебор даже для нашего засранца-домовладельца. Он знает, что я переношу ресторан. Думаю, он пытается вытянуть из меня как можно больше бабок, пока я не уехал. К тому же он донимает меня из-за этого гребаного хранилища. Он не позволяет тебе забрать его с собой? Ты шутишь? Оно весит почти 100 тонн, и мне оно нафиг не надо. Но в договоре аренды сказано, что я должен его убрать и восстановить здание в том виде, в каком оно было до появления этого сейфа. Это будет стоить целое состояние, и этот засранец говорит, что если я оставлю сейф, когда уеду, он подаст на меня в суд. Пришлите договор аренды в мой офис, я его посмотрю. Ответил я, после чего закончил обед, и когда вернулся в офис, договор аренды уже ждал меня. Все было так же хреново, как сказал владелец ресторана. Договор аренды был продлением продления переуступки продления, а оригинальные документы датировались сразу после Второй мировой войны, когда банк впервые арендовал это помещение и установил этот сейф. Каким-то образом арендодатель обманом заставил ресторан взять на себя договор аренды, по которому он был обязан убрать банковский сейф по окончанию срока. «Ничего страшного», – подумал я. «Ресторан может объявить дефолт, а все, что может сделать арендодатель, это подать в суд на подставную компанию». Но, когда я дошел до последней страницы договора аренды, там была гарантийная оговорка. Владелец ресторана лично гарантировал выполнение договора аренды, и теперь он был обязан убрать сейф весом в 100 тонн, а затем отремонтировать помещение. Это стоило бы целое состояние. Дело было безнадежным, конечно, это было очевидно с самого начала. Но потом я подумал об этом засранце-арендодателе с его требованиями, угрозами и повышением арендной платы и попросил свой мозг оказать мне услугу, что он и сделал. Я взял трубку и позвонил владельцу ресторана. «Я в жопе, да?» – сказал он. «Ты звонишь, чтобы сказать, что выхода нет, это уже сказал мой юрист, но я просто решил уточнить. Я могу тебя спасти, но это будет стоить денег». «Сколько?» 5000 на юридические услуги и еще 1000 для агента. Агента? Какого агента? Агента по недвижимости. Пришлите кассовый чек, а остальное оставьте мне. Чек попал на мой стол менее чем через час. Я пошел в офис Аарона. Мне нужен агент по недвижимости, сказал я. Ты покупаешь дом? Нет. Продаешь? Нет.
К этому моменту я уже почти 5 лет делил офис с Аароном, и он знал меня довольно хорошо. «Ты опять затеял одну из своих авантюр?» – спросил он. «Да, но ничего, что может навлечь на тебя неприятности». Аарон достал свой старый карточный ящик и начал листать его. «Я знаю одного парня», – сказал он. Аарон знал всевозможных парней, и это одна из причин, по которой его в конце концов лишили лицензии. Но он знал одного парня, и он дал мне имя и номер агента, и на следующий день я навестил его. Я рассказал агенту, что мне нужно, и мы договорились об условиях. Я дал ему несколько документов и наличные деньги за его услуги. Через несколько дней я снова был в хранилище на обеде. Владелец увидел, как я вошел, и сам поприветствовал меня. «Здесь хозяин. Что ему нужно?» «На обед и чтобы бесить. Давай сядем в хранилище, чтобы мне не приходилось смотреть на его рожу». Он отвел меня в хранилище, и почти полностью закрыв дверь, мы провели консультацию, пока ели пасту и пили красное вино. «Мы предъявляем требования арендодателю», — сказал я, пережевывая идеальную карбонару. «Требования? Что мы требуем?» Подтягивая вино, я вытащил документ из портфеля и передал ему. «Мы требуем, чтобы этот засранец-арендодатель официально отпустил все ресторанное оборудование, духовки, морозильники, вентиляцию, все, что нужно для работы». Ресторатор удивился. «Это не проблема, в договоре аренды прямо указано, что все это исключенные объекты, то есть они не входят в состав арендуемого имущества. Он не имеет права мешать мне их забрать. Единственное, что вызывает проблемы, это хранилище, и, конечно, я не собираюсь его забирать». Я покачал головой. «А вот хранилище как раз тебе и нужно», — сказал я. «И мы требуем, чтобы он выдал его. Мы настаиваем, чтобы он позволил тебе его забрать в течение 7 рабочих дней». «Ты думаешь, что сможешь победить арендодателя с помощью обратной психологии? Думаешь, если будешь обращаться с ним как с 2-летним ребенком, сможешь манипулировать им, чтобы он сделал то, что хочешь ты?» «Скоро узнаем. Он уже пару дней как получил этот запрос». Владелец ресторана уронил бокал с вином, и тот разбился. «Ты уже отдал ему?» – спросил владелец. Он встал, распахнул дверь хранилища и позвал официанта, чтобы тот убрал разбитое стекло. «Давай посмотрим, что скажет хозяин», – сказал я ему, и мы пошли к столику хозяина. Хозяин был крупным, мускулистым мужчиной с большим аппетитом. «Моему клиенту нужен ответ сегодня». Хозяин поднял на меня глаза, громко жуя. «Я его адвокат. Я передал вам требования на днях. Моему клиенту нужен ответ прямо сейчас. Ему нужен сейф для нового помещения, и он должен все организовать». «Ваш клиент может забыть о банковском сейфе», — сказал он, вытирая свои огромные жирные руки в уже испачканную салфетку. «Но вы не можете так поступить», — сказал я. Мое удивление было притворным, но у владельца ресторана челюсть отвисла по-настоящему. Хозяин помещения рассмеялся над нами. «Я хозяин, я могу делать все, что хочу. Мне нужно это в письменном виде, потому что мой клиент может подать в суд». «Судитесь сколько хотите», — ответил мне арендодатель. «Судитесь, пока не посинеете». Он сказал, что к концу дня я получу официальный ответ, а затем велел мне уйти и дать ему доесть обед. Когда пришло письмо от арендодателя с заявлением о праве собственности на банковский сейф, я спустился вниз и показал его своему клиенту. «Как, черт возьми, тебе это удалось?» «Профессиональная тайна», — ответил я. В следующем месяце ресторан переехал, и помещение осталось пустым, что было очень жаль, потому что я всегда любил обедать в хранилище. Теперь ресторан находится в новом месте, в 20 минутах езды. Новое заведение назвали «Сейф», и в нем сохранилась атмосфера старого. Оно было очень похожим, за исключением того, что в нем не было банковского сейфа. Хранилище весом в 100 тонн осталось на прежнем месте, в подвале здания, где я арендовал помещение. Чуть позже я пришел на работу, и Аарон позвал меня. «Хозяин ищет тебя», — сказал он. «Да? По какому вопросу?» «Он очень зол, говорит, что его сделка сорвалась». «Сделка?» «Он должен был сдать помещение внизу новому арендатору, банку или кредитному союзу, или чему-то в этом роде. Они должны были прийти, чтобы подписать договора аренды, но не появились». «И какое это отношение имеет ко мне?» – спросил я Аарона, и то же самое я сказал домовладельцу, когда он наконец разыскал меня через пару дней. «Я знаю, ты за этим стоишь», – сказал он дрожащими губами. «Я знаю, что это был ты. Предложение агента было полной чушью».
Просто уловка, чтобы я оставил сейф, чтобы твой клиент мог ускользнуть из этого места и оставить этот чертов банковский сейф. Я подам на тебя в суд. Если вы ищете адвоката, я думаю, что мне придется заявить о конфликте интересов. Я подам в суд на ресторан, на этого агента и на тебя. Он ушел в ярости, но арендодатель не подал в суд. Конечно, не подал. У него не было договора, на основании которого он мог бы подать в суд. Только расплывчатое письмо о намерениях, которое я составил, достаточное, чтобы зацепить жадного арендодателя, привыкшего поступать по-своему. Предложение, которое он получил, не было обязательным к исполнению. Его нельзя было принять без подписания официального договора аренды, который, конечно же, так и не был подписан. Когда я переехал год спустя, нижний этаж все еще был незанятым, а на окне висела печальная вывеска «Сдается», которая уже начала выцветать. На этом история героя окончена. Это не просто рассказ о хитрой сделке, это история о том, как жадность может ослепить, как один человек, вооруженный умом и терпением, может изменить правила игры. И теперь гриб замолкает, а хранилище стоит в темноте. Пламя костра еще трещит, ночь становится глубже, а ты все еще сидишь, переваривая услышанное. Он написал, гриб рассказал, а ты услышал, и теперь эта история живет в тебе. Спасибо, что дослушали до конца. Если эта история вас зацепила, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы думаете, и подпишитесь, чтобы не пропустить следующие реальные истории с Reddit. А гриб будет ждать вас у костра с новыми провалами, с новыми схемами и новыми победами. Всего хорошего. Пока.